Государственный природный биосферный заповедник Саяно-Шушенский расположен на юге Красноярского края в центральной части западного Саяна. Заповедник образован в 1976 году. В 1985 году вошел в международную систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. Территория заповедника представляет собой сложно пересеченную, труднодоступную горную местность с большими перепадами высот, удаленную от населенных пунктов. Сложный рельеф местности на стыке сибирской горной тайги с сухими степями Центральной Азии сформировал богатое биологическое разнообразие. В заповеднике обитают внесенные в Красную книгу Российской Федерации манул, северный лесной олень и снежный барс. Заповедник Саяно-Шушенский – историческое место обитания снежного барса. Это северная граница российского и мирового ареала. Начиная с 1976 года, с момента организации Саяно-Шушенского заповедника, сведения о снежном барсе стали поступать ежегодно. Максимальное количество снежных барсов, находящихся на территории заповедника, фиксировалось в 2011 году и составляло 10 особей. Всего за время исследований ученые составили паспорта на 16 особей снежного барса. С 2013 года вследствие неконтролируемого петлевого промысла кабарги, обусловленного повышенным спросом на мускусную железу самцов этого вида, началось повсеместное сокращение численности снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе. Заповедник Саяно-Шушенский не стал исключением. Браконьерство. Угроза всему живому. Сотрудники заповедника проводят пешие и конные рейды, патрулируют территорию на снегоходной технике. Эта работа сопряжена с риском для жизни. В 1994 году во время выполнения рейдового задания без вести пропала оперативная группа заповедника в составе 4 человек. Имена государственных инспекторов Саяно-Шушенского заповедника увековечены на памятных плитах мемориала, посвященного сотрудникам заповедной системы России, погибшим при выполнении своих обязанностей от рук браконьеров во время столкновения с дикими животными или под натиском стихии. Несмотря на предпринимаемые усилия по сохранению снежного барса, к 2017 году в заповеднике регистрировался только один самец по кличке Ихтиандр. Восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике стало возможно благодаря Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», когда стартовал международный проект с Таджикистаном по программе «Снежный барс. Живой символ западного Саяна». Это первый мировой уникальный эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 годы из Таджикистана в Россию были завезены 3 особи снежного барса – самец и 2 самки. 2 барса, самец и самка, были выпущены в Саяно-Шушенский заповедник. Проведен комплекс природоохранных и научно-исследовательских мероприятий. Организован постоянный мониторинг за выпущенными ирбисами с помощью данных спутниковых ошейников и снимков с автоматических фоторегистраторов. Животные определили себе индивидуальные участки обитания в заповеднике, а также контактировали между собой с аборигенным самцом Ихтиандром. В 2020 году самка принесла потомство. В октябре были получены первые снимки самки с 2 котятами, что стало доказательством успешной реализации проекта. Появление котят – это первые шаги большой программы. Впереди длительный и очень трудоемкий период, цель которого – восстановление устойчивой популяционной группировки снежного барса на территории Саяно-Шушенского заповедника. 3-й привезенный из Таджикистана снежный барс, пострадавшая от капкана самка, была доставлена с травмами, несовместимыми с жизнью. В парке флоры и фауны Роев-Ручей в городе Красноярске была проведена операция, где пришлось ампутировать заднюю левую лапу на 7 сантиметров. Без операции самка была бы обречена на гибель. В
таком виде самка не способна самостоятельно выжить в дикой природе, но она комфортно чувствует себя на вольерном содержании. Для восстановления численности снежного барса на территории России актуально создание центра разведения. Спасенная самка, получившая кличку Аксу, является репродуктивной и будет иметь большое значение в формировании маточного поголовья центра. Программа по сохранению снежного барса в России на северной границе его мирового ареала может получить новый импульс к развитию.